Это история о том, как во мне пробудились суперспособности. Как это изменило мою жизнь, спросите вы? Никак. Я всегда воспринимал жизнь как видеоигру, в которой я главный герой, а все остальные второстепенные персонажи. Как оказалось, все так думают. Но в детстве я об этом не подозревал, поэтому, как и все мальчишки, мечтал стать супергероем. Я тоже хотел, чтобы меня укусил радиоактивный паук, превратив в Спайдермена. Хотя бы на минималках. Но сколько я не караулил их на сельском толчке, главном логове всех мух и пауков, меня так никто и не покусал. Кроме комаров. Очень скоро я разуверил суперспособности и почти окончательно признал их выдумкой. Но жизнь любит поиграть с нашими убеждениями, а? В самый разгар летних каникул, когда дворовые локации порядком поднадоели, мы с друзьями обнаружили новое обиталище. Зеленое наслаждение, то есть зеленое насаждение. Эта лесопосадка находилась рядом с футбольным полем. Вот здесь, кстати, мы запускали адский куб, тот самый фейерверк из прошлого видео. Тут у нас асфальтированная дорога, там дальше гаражи и край карты с непрорисованными текстурами. Короче, наш кусочек джунглей был очередной возможностью уйти от скучной реальности. И обитали мы там подобно приматам, прыгая с ветки на ветку. У нас даже был свой обезьяний диалект, который использовался для шифрованной передачи информации. Если нас собиралось 5-6 обезьян, мы играли в обезьяньи догонялки. Да, ветки ломались, мы падали, царапались в кровь, но это никого не останавливало. Прохожих почти не было, нам нравилась эта изоляция. Мы будто обитали на отдельной планете. Планете обезьян. Но однажды произошло внезапное вторжение. Это был легковой автомобиль, который неторопливо вполз на нашу территорию. Из машины вышел здоровенный чернобровый горец, этакий Рахман-совратитель лапочек. Мы вмиг замолкли. Альфа-самец открыл заднюю дверь и помог выйти хрупкой светловолосой девице. По тону их голосов стало понятно, что оба под шофе и жаждут взрослых приключений. Как фокусник, он искусно выхватил покрывало из ниоткуда и постелил аккурат рядом с машиной на мягкую травку. Так же ловко он схватил девушку и, крутанув ее тулупом, уложил навзничь в уготовленное ложе. Отчего та захохотала в приступе очередного восторга. Затем он сдернул с себя рубашку, обнажив самую волосатую грудь, которую я видел, и опрокинулся на объект своей страсти, издавая нечленораздельные звуки. Мы просто окаменели, сидя на ветках и уставившись на происходящее. Нас распирал дикий страх и безудержное любопытство. Все понимали, к чему идет дело, но никто не знал, как быть дальше. Очевидно было одно – выдавать себя уже поздно и даже опасно. Мы были готовы к предстоящему зрелищу. Я читал это в их лицах. Мы понимали друг друга без слов, как телепаты. Мы думали как один, как единая нейросеть. Все! Или не все. Знаете, в каждой компании обязательно есть такой ушлепок, который постоянно все портит. Он всех бесит, не смешно шутит, везде мешается, все делает не так. В общем, такой имбецил оказался среди нас в тот злосчастный момент. И он подрывает все это уникальное стечение обстоятельств одним единственным звуком. Что? Ах вы сукины дети! Даже тогда мы не шелохнулись. И не из-за смелости, нет. Напротив, мы были парализованы страхом, как антилопа, пронзенная взглядом хищника перед роковым броском. И только когда он вытащил это, мы как с цепи сорвались. Одни прыгали с веток на землю, позабыв о высоте, другие скользили вниз по стволу, раздирая руки и ноги. Мне же повезло еще меньше. На секунду я потерял рассудок. Но удар вернул меня на землю. В обоих смыслах. Вместе с тем вернулся и ужас от происходящего.
Я убегал оттуда с неимоверной скоростью, по безлюдному футбольному полю, по направлению к дому. Удивительно, но дыхание было ровным и спокойным, логика работала как часы. Так, первое. Хорошо, что мы все разбежались в разные стороны. Это лучшая тактика для ухода от преследования. Второе. Он полуголый. Пока штаны натянет и определится, за кем бежать, нас уже и след простыл. Третье. Вряд ли он вообще рванет за нами. Не оставит же он там машину и свою девушку в одиночестве. Четвертое. Он пьян. И это перечеркивает все предыдущие пункты. Ибо никто не знает, что ожидать от бухого разъяренного мужика с ножом в руке. Ладно. Самое главное, чтобы он не за мной побежал. Даже не знаю, что именно послужило триггером для запуска моих суперспособностей. Этот безумный взгляд, огроменный кинжал или его гигантский агрегат, который бился о колени, как докторская колбаса, подвязанная на поясе. Скорее всего, все вместе, плюс то, что ему до меня было рукой подать. Поток моих мыслей лопнул, как мыльный пузырь. Мозг отключился, тело переключилось на автопилот и рвануло так быстро, будто до этой секунды я просто стоял на месте. Дыхание остановилось. Едва касаясь земли, я слышал, как звук моего бега слился в один сплошной гул. Впереди ожидал последний барьер в виде забора из сетки рабицы, который обрамлял футбольное поле целиком. И все бы ничего, вот только забор этот был выше меня на 2 головы. У меня не было времени карабкаться по нему. Я должен был сейчас же оказаться на той стороне. Иначе меня просто убьют. И да, минуя все законы физики и физиологии, я просто перепрыгиваю через этот забор, даже не касаясь его. Когда страх отступил, я рассказал дворовым ребятам о произошедшем. Однако в эпизод с забором, конечно же, никто не поверил. Да я и сам опешил, вновь подойдя к нему. Поверить в это означало бы признать, что я могу прыгнуть выше своего роста с поднятыми руками, что попросту невозможно. Но потом нашлись и те, кто мне поверил. Оказывается, подобное явление происходит регулярно. Классический пример – немощная бабулька, в одиночку вытащившая из своей горящей избы тяжеленный сундук, который потом не смогли поднять 4 взрослых мужика. Скоро я пришел к выводу, что у человека есть скрытые энергетические резервы, которые включаются в экстремальных обстоятельствах. Вот только запускать их по собственной воле мы пока не научились. Вообще складывается впечатление, что при рождении у нас деактивируют ряд умений, на которые мы технически способны. Зачем? Не знаю, может быть, чтобы мы сами их развили. Должен же Homo sapiens эволюционировать и дальше. Так что все мы, по сути, сверхчеловеки. И знаете, мне этого эпизода из детства хватило, чтобы уверовать в наше высшее начало. Очень много изменилось, много новых деревьев. Так. Вот этой трубы не было раньше. Это газовая труба. Да, она идет вот-вот-вот. Вот оттуда заехала машина сюда. Короче, я упал сюда. Потом рванул, побежал в ту сторону. Да. Вот эта дверца была открыта. Я пробежал через нее, но сейчас сетка порвана. И вот по вот этому футбольному полю я просто полетел. Я не бежал, я летел. Вот так, вперед, туда.